Случилось это в небольшой деревушке, в Сибири. Вокруг была лишь бескрайняя тайга. Именно тут и жил маленький мальчик. Звали его Максимка, ему было лет 6, не больше. Мальчишка дружил с самым настоящим волком, которому дали кличку Ветер. Это был его самый преданный и верный друг. Они и родились в один день. Как-то местный пьяница Васька принес на день рождения мальчонки щенка. Родители приняли подарок, не смогли ему отказать, не по-людски это, да и деревенские не поймут. Ну, а в обмен на щенка Васька получил бутылку. Каждый по-своему остался доволен от полученного подарка. Но никто не знал, что это не простой щенок, а волк, который, к тому же, в будущем спасет ребенку жизнь. Прошло какое-то время. Ветер и Максимка росли вместе. Они были очень дружны, соседи их любили и не воспринимали по отдельности друг от друга. Ведь волк с мальчишкой всегда ходили только вместе, никогда не разлучались. Лето сменилось на осень. И тогда никто и подумать не мог, что в семье случится нечто ужасное. Тогда у мамы мальчика был юбилей. Приехали гости, в том числе родня из города. Поэтому волка пришлось спрятать в сарайке. Максим очень расстроился, ведь он рассчитывал в этот день, как всегда, играть со своим приятелем. Мальчишка затаил обиду на родителей и убежал в лес, решив спрятаться от них. В семье не сразу заметили, что их сын исчез, ведь они были очень заняты праздником и гостями. Пропажа обнаружилась лишь после обеда. Во всей деревне Максима найти не удалось. Его никто не видел. Лишь один мужчина, грибник, сказал, что видел мальчика недалеко от леса, но он не был уверен, что его не подвело зрение. Родители начали искать Максимку в лесу. Они обошли его вдоль и поперек, но так и не достигли успехов в поисках. Тем временем стемнело и похолодало. Деревенские жители собрались возле дома пропавшего мальчика. Кто-то решил, что стоит выпустить волка, мол, он поможет в поисках. Родители сомневались, ведь Ветер волк, а не собака. Но все же поступили именно так. Оказавшись на свободе, зверь тут же убежал в сторону леса. Жители деревни разбились на группы и отправились искать ребенка. Прошло несколько дней. Максима все никак не могли отыскать, хотя поиски велись беспрерывно. И тут, спустя 3 дня, жители деревни услышали вой волка. Доносился он с деревни. Люди вернулись и поняли, что воют со двора пропавшего мальчика. Возле дома их глазам предстала интересная картина. На земле лежал Максим, который явно был без сил. Возле него сидел волк и выл, явно призывая людей помочь. У него были перебиты задние лапы, ему было больно. От леса к дому шел длинный след, как будто кого-то тащили по земле. Видимо, Ветер попал в один из браконьерских капканов, пока разыскивал своего маленького друга. Но глубокая рана не остановила волка. Когда ему удалось найти мальчишку, он смог притащить его домой, несмотря на перебитые лапы. И лишь потом позвал на помощь людей. Люди попытались подойти к Максиму, но Ветер не подпустил их, начав рычать и скалить свои огромные зубы. Он явно давал понять, что не хочет, чтобы кто-то подходил. Кто-то из деревенских догадался, что стоит позвать родителей, которые все еще были на поисках. Они очень быстро прибежали, чтобы увидеть своего ребенка. Родителям удалось подойти к сыну. Вызвали скорую помощь. Отец отнес ребенка к машине и передал в руки врачам, которые увезли мальчика в больницу. В больнице он провел почти месяц, его состояние было достаточно тяжелым. Мальчик чуть не погиб в тайге. Когда Максим вернулся домой, Ветер радостно встретил его. Он вышел к другу, прихрамывая на задние лапы. Этот случай еще больше сблизил Максимку с его приятелем. Они дружили до самой смерти волка. Взрослый Максим похоронил его около деревни и даже установил на могиле крест. Ведь Ветер когда-то спас его от неминуемой гибели. Так Максим отблагодарил его за это. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. До встречи!